Привет, друзья, с вами Дмитрий Медведев, школа ювелиров J-Design Pro. И у меня для вас снова отличная новость. Теперь в Rhinoceros булевые операции поддерживают историю редактирования. Да-да, то есть мы теперь можем не создавать в Grasshopper какие-то специальные алгоритмы для этого, а можем все реализовать внутри Rhinoceros стандартными инструментами. Ставьте лайк, покажу, как это работает. Так, ну для начала давайте вспомним, что такое история редактирования объектов или история команд. Это такая возможность, когда Rhinoceros записывает то, что происходило с объектом, и создает пару — родительский объект и дочерний объект. Эту опцию можно включить, если мы пойдем вот сюда в статусную строку и нажмем на Record History правой клавишей мышки. Здесь нужно поставить галочку Always Record History, то есть история будет записываться всегда. Скорее всего, она у вас уже включена по умолчанию. Если нет, то обязательно включите. И нужно поставить галочку Update Children для того, чтобы данные, которые происходят с родительским объектом, обновлялись в дочернем объекте. Как это выглядит? Например, у нас есть какой-то объект, и мы делаем копию этого объекта. Я кликаю на Alt, перетаскивая при этом за гамбол, и изменяя исходный объект, у меня дочерний объект точно так же редактируется. Если я редактирую исходный, к дочернему применяется то же самое действие копирования, но если я изменю дочерний объект, то связь между объектами разорвется, и уже исходный объект родительский никак не будет влиять на дочерний. Вернуть эту связь можно, только отменив действие до того момента, пока мы не изменили дочерний объект. Если мы боимся как-то разрушить эту историю, потому что мы здесь никак не можем увидеть, каким объектом какой является, дочерним или родительским, вообще есть ли между ними история, Rhinoceros это никак не показывает. Так вот, для того, чтобы не дать возможности разрушить эту историю, нужно поставить галочку Lock Children. Вот здесь же. Теперь, изменяя объект дочерний, он будет возвращаться на то же самое место, и никаким образом мы его не сможем редактировать, кроме как изменяя родительский объект. Но будьте внимательны, потому что вы также не сможете его и удалить. Нажав на Delete, он не удалится, потому что блокировка истории не даст это сделать. Если вы хотите у какого-то отдельного объекта удалить эту историю, я вот, например, сделаю еще копию сюда и еще копию сюда. Если я, например, хочу удалить историю у вот этого объекта, тогда в списке команд, которые отвечают за историю, вот здесь, нужно нажать на кнопочку Purge History. Нажимаем, и у нас у одного объекта удаляется история. То есть он теперь свободен от своего родительского объекта. Все остальные объекты с ним связаны, теперь он сам родитель, а вот эти дочерние объекты будут с ним связаны. А вот этот родительский, он на него влияния никакого не оказывает. Вот таким образом мы просто включаем историю, и вот так вот она работает. Теперь давайте посмотрим, как это влияет на наши булевые операции. Да, и что вообще такое булевые операции, если вы вдруг не знаете. В представлении программы Rhinoceros булевые операции — это взаимодействие объемов. Там есть, конечно же, свои нюансы, мы об этом будем говорить более подробно на курсе. Сейчас я просто хочу показать основные принципы и как это применимо на практике. Всего есть 3 основные булевые операции, которые мы можем использовать, и находятся они вот здесь вот в панели Solid Tools. Вот они, первые 3 функции. Как это работает? Первая булевая операция — объединение. Мы выбираем 2 объекта, нажимаем «Объединить», они у нас объединились. Все. Теперь исключение. Исключение работает таким образом. Мы запускаем сначала функцию, потом выбираем первый объект, который должен остаться, нажимаем Enter, второй объект, нажимаем Enter, получаем результат исключения одного объекта из другого. И пересечение. Запускаем функцию пересечения. Выбор объектов не важен, в каком порядке. Главное, чтобы мы их выбирали по порядку. Первый объект — Enter, второй объект — Enter. И у нас получается результат пересечения. Как видите, мы с ними ничего сделать не можем, и так было до недавнего времени. Сейчас
все совсем по-другому. И давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Я возвращаюсь назад. И посмотрите внимательно, что у нас есть в командной строке. Когда мы запускаем функцию union, объединение объемов, здесь появилась опция delete input. Мы можем переключить на no. То есть исходные операнды не будут удаляться. Смотрите, при объединении этих двух объектов у нас получится следующее. Если выбрать какой-то из этих объектов, вылезает selection menu, и мы здесь видим, есть объект extrusion, то есть исходный объект, и есть объект, который получился после булевых операций. Вот этот polysurface. Здесь не так очевиден результат работы этого инструмента, потому что булевые операции, вот они как были, так и не остались. Но двигая, например, какой-нибудь исходный объект, мы видим, что и в результате он тоже будет двигаться в результате объединения. Да, мы видим, здесь есть граница объединения этих объектов. Что будет, если мы сделаем также применим эту опцию на исключение объектов? Запускаю функцию исключения. Здесь мы видим, есть два варианта. Delete input для вообще исходных данных и delete cutters — это для того объекта, который мы исключаем из булевых операций. То есть после булевой операции у нас может не удаляться тот объект, который мы вырезаем. Я включаю опцию delete input, делаю no. Теперь операнды вообще никакие не удаляются. И выбираем первый объект Enter, второй объект Enter. Казалось бы, ничего не произошло, но если мы посмотрим, что у нас здесь находится, вылезает вот это вот selection menu, и тут есть поле поверхность, которая является результатом этих булевых операций. И теперь вот эта самая магия. Мы можем взять исходный операнд, подвигать его, и мы видим, что результат булевых операций, вот он перемещается на дочернем объекте. Круто? Круто. То же самое с пересечениями. Запускаем пересечение, выбираем delete input no, первый объект, второй объект. Здесь у нас остается вон там вот внутри маленькая вот эта штучка. Я ее копирую, чтобы не нарушать историю. Я не могу ее просто переместить, мне обязательно нужно ее скопировать. И исходный объект, пожалуйста, выдает нам новый результат булевых операций. Давайте попробуем теперь все это дело применить как-то на практике. Ну, давайте создадим какое-нибудь простое обручальное колечко с простым орнаментом. Я создаю сначала в окне Front окружность под палец и в окне Right профиль этого кольца. Ну, где-то пусть оно будет 6 мм контрольными точками. Изменяю профиль так, чтобы толщина профиля была где-то 1,5 мм. И чуть-чуть вниз его опустим. Вот сюда. Теперь создадим твердое тело вытягиванием по одной рельсе. Вот таким вот образом. Как видите, у нас история здесь еще работает. Мы можем изменять профиль, и у нас твердое тело также будет изменяться. Теперь создадим развертку, на которую нанесем наш орнамент. Вот такая у нас будет палочка. Эту палочку я смещаю на 10 мм наверх. И в центральной точке этой палочки нарисуем окружность с зажатой клавишей Shift. Зачем я это сделал? Затем, чтобы изменить контрольные точки и получить вот такое сердечко, например. Теперь в перспективном виде мы можем взять это сердечко и выдавить за вот эту точечку у гамбола, которая создаст нам сразу твердое тело. А если зажмем Shift, у нас получится твердое тело в обе стороны. Отлично. Теперь берем это сердечко и с помощью гамбола, опять же, держим Shift, кликаем на Alt и получаем копию. Почему копию? Потому что при этом у меня сохраняется история, и я могу также редактировать исходный объект, и все дочерние объекты также будут и видоизменяться. И делаю копию в сторонку. Теперь этот объект можно спрятать лампочкой. И дальше я сделаю зеркало первого объекта, так чтобы у нас также сохранялась история.
И еще пару раз сделаем зеркало, просто продолжим наш орнамент. Вот такие сердечки у нас будут уходить направо. И то же самое влево. Делаем зеркало. Вот так, относительно центральной точки сердечка. И можно подправить центральную кривую, нашу развертку. Теперь перенесем все это дело на кольцо. Как это сделать? Для этого мы воспользуемся функцией Flow Along Curve. Нам нужно выбрать все объекты. Так, и смотрите, в командной строке мы включаем опцию Rigid Yes, для того, чтобы эти объекты не искажались при переносе. Нам это не нужно. Также опция Stretch Yes должна быть включена, для того, чтобы все объекты распределялись пропорционально по кривой. Таким образом, когда мы все это включили, можно выбрать базовую кривую, вот она, и целевую кривую у ее начала. Начало этой кривой находится вот здесь. Все, мы перенесли эти объекты и можем видоизменять, поскольку история продолжает работать, мы можем видоизменять базовую кривую. Например, если мы ее растянем, у нас наш орнамент немножко сожмется. Так, так. Теперь сделаем булевые операции. Нужно удалить все эти сердечки из исходной модели, из исходного тела. Выбираем кольцо, Enter. Включаем Delete Input, у нас стоит No, то есть исходные объекты не удаляются. Выбираем все эти сердечки вот так вот. Нажимаем Enter. Вроде бы ничего не произошло, но здесь появилось тело, результат булевых операций. Я его опять же скопирую на минус 10 миллиметров, чтобы видеть, что у нас тут получилось. А всю вот эту вот группу объектов можно спрятать лампочкой. Причем я оставлю профиль для того, чтобы иметь возможность редактировать ширину кольца. Ну, например, если мне захочется что-то подправить. Так, отлично. Давайте посмотрим, как теперь работает наша история. Если я это сердечко сдвину немножко в сторонку и захочу сжать эти сердечки, сделать так, чтобы они стояли поближе, мне нужно будет растянуть развертку. Опять же, подробно мы это все обсуждаем на курсе. Я показываю, как с этой функцией управляться виртуозно. Дальше. Мы можем немножко поиграть с этими сердечками. Например, можно вот так вот его повернуть и сдвинуть сюда. Давайте еще повернем. Как видите, сердечки уже начинают друг на друга налезать. Можно их немножко сжать. Смотрим. Вот так. Еще немножко. И если мы хотим сделать так, чтобы у нас снизу вот это окошко было поменьше, можно нажать Ctrl-Shift, выбрать нижнее сечение и просто уменьшить его в масштабе. Вот так. Становится оно теперь маленьким. Теперь исходный объект мы увеличиваем. И так далее. Продолжаем редактировать до тех пор, пока нам не понравится результат. Ну вот, например, вот такой. А можно чуть-чуть еще вот так вот расплющить. Что-то с ним сделать. Все. Отлично. Как видите, все редактируется, все изменяется. И мы можем делать копии и как-то производить новые манипуляции. То есть, если мы удалим историю у этого объекта, вот таким вот образом, дальше мы можем изменить, например, размер кольца. Сдвинем это сечение на минус 1 миллиметр. И подправим расположение орнаментов. Вот так. У нас теперь есть два кольца. Здесь можно чуть-чуть еще сдвинуть. Вот так. Или в другую сторону. Как нам больше нравится. Все. Вот таким простым способом, как видите, можно лучше контролировать форму объектов с помощью булевых операций и так далее. Надеюсь, способ вам был полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Да, про камни я помню, все делается. До встречи.